Hello, dear! С вами МКалка, и у нас на обзоре лондонское пиво, легендарное британское пиво Fuller's. Три бутылочки, три самых популярных бутылочки. Это London Pride, далее у нас London Porter и ESB. Начнем с самого популярного London Pride. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, Fuller's London Pride. Состав: вода, ячменный солод и хмель, алкоголя 4,7, массовая доля сухих веществ 11,75. Произведено 01.05.23, срок годности 14 месяцев. Открываем. Пробка, естественно, брендированная, крутая, можно увидеть. Давно я не пил его, очень много в свое время выпил. Кто начинал пить в 2000-х, тот поймет, очень много Fuller's было выпито и мной, и не только мной. Так, обильная пена, несмотря на то, что я помыл бокал, и там вода, белая пена, цвет очень красивый, золотой, карбонизация сравнительно низкая. Так, показываю. Карбонизация низкая, а-ля касковое пиво. Барное, оно уже. Карбона практически нет. Пена стойкая, как видим. Остается на стенках бокала. Красивый золотой цвет, насыщенный янтарный. Что у нас нос скажет? Типичный такой биттеровский нос. Чуть-чуть орешки, капельку орешков, хмель. Но простоватый аромат. С другой стороны, что ожидать, это вот пиво для того, чтобы сесть в баре и много и очень упорно его накидывать. Это не пиво для того, чтобы его смаковать там и так далее. Пробуем на вкус. Приятный солод, на послевкусие сразу слюноотделение пошло от горечи. Хмелевая горечь приятная, сбалансированная. Да, есть солод, немножко горечи, чуть риски. Я бы пил такое пиво, если бы оно не стоило почти $3, там 2,80, 2,70. Это, конечно же, дорого. Обратно же я не... Это у нас эль. Я не сильный фанат элей, биттеров и так далее. Вот это у нас будет биттер, точно. Так, второе. В общем, это пока пускай еще постоит, подышит. Пока это неплохо, но я не знаю, за что зацепиться и за что 9 рублей платить. Тоже не знаю. Причем это самая низкая цена. Очень странно ведут себя санкции, когда на Беларусь наложили санкции, у нас в масс-маркете появилась куча классного зарубежного пива по классным ценам, тем ценам, которые мы не видели никогда. Поэтому наложите, ребята, еще санкции. Все, что я могу сказать. У нас коньяки стали дешевле, чем Duty Free, у нас пиво стало дешевле, чем, наверное, на родине. Очень круто, спасибо. Так, дальше. У нас London Porter. Это не балтийский портер, а настоящий портер. Причем очень много у него медалей. Если перечислять, то задолбаешься. Также брендированная пробка. На пробке Griffin Brewery. То есть это пивоварня, на которой варится Fuller's. Но, по-моему, в 2019 году Fuller's выкупила японская корпорация Asahi. Поэтому это уже не настоящее лондонское пиво, а Fuller's вообще варится с 17 века. Итак, что нам говорит этикетка? Пиво темное, фильтрованное, пастеризованное, Fuller's London Porter. Стандартный состав: вода, ячменный солод, хмель, алкоголя 5,4, массовая доля сухих веществ 14,2. То есть методом подсчета можем сказать, что, скорее всего, это будет сладко. Но посмотрим. Давно я уже не пил этот портер. Пробочка другая. Наливаем.
темно-темно-темно-янтарный цвет, а-ля бархатная, не полностью черный, бежевая пенная шапка, мелкозернистая. По стойкости, я думаю, что она будет стойко стоять. Карбонизация довольно высокая, выше, нежели у London Pride. Арома. Здесь сразу поперли орешки, хмель, кофе, шоколад. Ну, кофейный, вот кофейный аромат. Тот, который должен быть у портера на вкус. Да. Это довольно насыщенно, но в то же время питка. Это, конечно, не крутой какой-то крафт, да, нажористый какой-то имперский стаут. Нет, это именно портер. Алкоголя не слышно. Немножко есть кофейной кислинки такой, не самого крутого кофе. Я не люблю, когда кофе кислит. Когда горчит, да, когда кислит, нет. И вот здесь это и есть не очень хорошая кислиночка. Она кофейная, она точно не пивная. Плотная, солодовая, хмеля практически нет. Я имею в виду горечи. Простой, алкоголя тоже не слышно. Простой портер. Питки довольно. Но если честно, я бы взял балтийский портер, наш белорусский. Если бы мне сказали, выбирай либо одну такую бутылочку, либо взять белорусской 4. Я, конечно же, выбрал 4 белорусских. Это можно пить, это нужно пить, но, повторюсь, это дороговато. И еще одна легенда ESB. Это Strong, считается Strong битером. Хотя вот в Strong битерах, когда еще битеры охмеленные, я не могу понять разницу между Strong битером охмеленным и ипой. Ну вот хоть убейте меня, но сейчас посмотрим. Я уже не помню, был он горький или нет. Если был горький, то это должна быть по сути ипа. Ну, плюс-минус. Strong bitter, ну посмотрим. Темная, фильтрованная, пастеризованная. Состав вода, ячменный солод, хмель. Алкоголя 5,9. Массовая доля сухих веществ 14,7. Более выбраженная. Произведено 01.05.23. И, кстати, все пиво произведено в один день. И годно до 01.07.24. То есть срок годности у всего пива 14 месяцев. Пробочка точно такая же, как у портера. Так. Наливаем. Ну да. Наши белорусский импортер. Импортер ПТЛК. Конечно, хватанули они, сказав, что это темное пиво. Нет, насыщенное, красивое, золотое пиво с красным отливом, таким рыжим, как лиса. Довольно карбонизация высокая, как мы видим. Пенная шапка белая, среднезернистая. Да, это самая карбонизированная из всех. Нос. Самая красивая, кстати. Ну, это пахнет ипой. Да. Это елочки. Хмель такой еловый. Чуть леденцов. Вот это мне нравится больше всего по носу. Сладость ушло. Пробуем на вкус. Ой, как сладенько. Алкоголя не слышно. Горечь. Капельку горечи есть. Надо от них ипу взять еще и вот сравнить, чем отличается ипа от Strong биттера. Ну, это питка. Солодово, полнотело, но мне хотелось бы больше в послевкусии хмеля. Его здесь практически нет. London Pride намного горячее на послевкусии. Но, в принципе, я бы такое пиво пил. Это такой заменитель. Да, мне нравится. Я его давно не пил, если вообще пил. По-моему, пил. Но здесь нос очень хороший. И ждешь, есть небольшой дисбаланс нос-вкус. Потому что ждешь после такого носа хмелевую горечь.
А ее нету. Смотрите, какая мелкозернистая пенная шапка. Офигеть. Как у стаутов таких молочных. То есть мелко-мелко-мелко дисперсная. Прикольно. Крутая пена. Алкоголя 5,9 вообще не слышно абсолютно. Ни в носу, ни во рту. Ну что, итожим? Итожим. Могу ли рекомендовать это пиво к покупке? Могу. Буду ли я покупать его? Скорее нет. Возможно, ESB когда-то я себе куплю. Почему? Потому что это дороговато. Это не мои любимые стили. Но кому нравятся портеры, эли, вполне себе. Но обратно же смотря за какую стоимость. Есть и битеры и так далее у нас подешевле. По 5, по 6 рублей. Это 9 рублей все-таки. Это уже много. Мы не считаем сейчас крафтухи белорусские и российские, которые в 2 раза дороже, чем лондонское пиво. Эти вообще уже своими ценами. Но для масс-маркета 9 рублей, сори, многовато. Поэтому London Price еще раз. Кстати, пена ушла, можете заметить. Чуть-чуть хмелька. Если бы это просто пиво без цены, я поставил баллов 7-8. Но с учетом цены это 5 баллов. Я себе не захочу еще раз купить. Портер. Портер хорош. Обратно же, не считая цены, это было бы 8 баллов точно. Тут еще и кислинка, которая мне не очень нравится, поэтому 5-6. Посмотрим, как она себя поведет дальше. И ESB, ESB. Здесь аромат очень классный. Здесь вкусный аромат. Хмелевой. Солодовый профиль, чуть-чуть горчинки. Вот это вот лучшее баллов. Даже с учетом цены. Это баллов 8. Потому что это я куплю. Это вот а-ля Октоберфест, только не лагерь. Да? Но в этом есть вкус. В этом есть аромат, но чуть-чуть, повторяюсь, оно не дотягивает до 9, потому что в нем не хватает, для меня лично, послевкусия не хватает хмеля, горчинки. Очень хочется ее здесь видеть. И пена шикарная. Аромат, пена, внешний вид, это просто бомбяу. Смотрите. Просто офигеть, какое оно красивое. Такая мелкодисперсная пенная шапка. В носу тоже офигенная. И по вкусу хорошо, но горчинки не хватило. Вот так. Не знаю, сейчас пройдусь, если вы увидите. В общем, 5, 5, 6, 8. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был Ян Каалка. Куча пива на обзорах закуплена. Будет обзоров много. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, подписывайтесь на телегу. Я там уже начинаю кое-что выкладывать. Подписывайтесь на ТикТок, там будет больше шортсов. Подписывайтесь на Инсту, там будет больше фоточек и обзоров, которые не вошли в видеообзоры. Всем пока, с вами был Ян Каалка. Бай-бай.